11 января 2018 года исполнился 52 года со дня открытия первых станций Тбилисского метрополитена. К услугам пассажиров 23 станции, расположенные на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. В Тбилисском метрополитене действует линейная система движения поездов с одной пересадочной станцией. Совершим экскурсию по всем станциям Тбилисского метрополитена в сопровождении краткого описания, который был посвящен к десятилетию создания Тбилисского метрополитена. Право на имя и право на защиту репутации автора произведения принадлежат мне, вашей покорной слуге. Тбилиси – столица Грузинской ССР, один из древнейших городов мира. Он основан в V веке, однако, как свидетельствуют археологические раскопки, его территория была населена еще 6000 лет тому назад. Когда-то Тбилиси являлся небольшим, провинциальным городом, в котором не было ни водопровода, ни мощенных улиц, ни городского транспорта. Началом развития городского транспорта в Тбилиси можно считать конец 18 и начало 19 столетия. К этому времени для пассажиров и перевозки грузов в столице в основном использовались арба, сани, паром и лошадь. Это первые виды транспорта в Закавказье до проведения железной дороги. После присоединения Грузии к России, превращение Тбилиси в политический и административный центр способствовало быстрому росту территории и населения города, в котором стал развиваться и общественный транспорт. В 1883 году в Тбилиси появился первый городской рельсовый транспорт – трамвай «Конка», которое являлось собственным предприятием. С 1904 года в городе функционировал электрический трамвай, а в 1905 году в строй вступил фуникулер, связавший центр столицы с плато горы Мтацминда, где в настоящее время разбит один из лучших в городе парков культуры и отдыха. В 1934 году в Тбилиси начинают работать автобус и таксомотор, а с 1937 года троллейбус. Тбилиси расположен в ущелье реки Куры и продолжает строиться вдоль ее берегов. Длина города превышает 40 километров, а территория составляет 36 тысяч гектаров. В наши дни Тбилиси превратился в самый крупный политико-административный, научный, культурный и промышленный центр Грузии, население которого достигло 1 миллиона человек. По неофициальным данным, теперь живет в Тбилиси 1,5 миллиона человек. Вокруг столицы выросли города-спутники, которые обострили транспортные проблемы, значительно увеличив расстояние между жилыми массивами и местом работы трудящихся. Чувствительно удлинило городские расстояния и широкое перемещение новых промышленных и культурно-зрелищных объектов. Создалось критическое положение, тормозившее дальнейшее развитие тбилисского общественного транспорта. Рост его практически был невозможен из-за узости улиц и сложного рельефа столицы. Реально существовал только один выход – как можно быстрее соорудить в Тбилиси подземную железную дорогу – метрополитен. Об этом говорилось в специальных постановлениях советского правительства. Решение организационных вопросов по сооружению Тбилисского метрополитена было возложено на Министерство транспортного строительства СССР, которое создало для этой цели
комиссию и направила ее в Тбилиси. Комиссия изучила своеобразные местные условия, уточнила направление трассы и составила ориентировочный проект. Первая линия метрополитена начала строиться на территории железнодорожной станции Идубе. Было определено расстояние между станциями 1–1,5 километра. Намечено строительство 11 станций. Размеры и планировка станций при разработке проекта диктовались в первую очередь заботой о человеке, удобствами проезда и эстетическими нормами. С этой целью выбрали прогрессивный тип расположения станций, так называемый островок. На таких станциях поезда с двух сторон подходят к центральной платформе, что позволяет пассажирам изменить направление пути без повторной оплаты проезда. Выполнение проектных работ сначала взял на себя Московский институт Метрогипротранс, а все последующие проектные работы принадлежат Тбилисскому институту Кавгипротранс, где создан специальный отдел метрополитен и тоннели. С января 1952 года была образована строительная организация Тбилметрострой, которая объединила опытных грузинских шахтеров, строителей. В отличие от метростроительства в городах РСФСР, Украины, сооружение Тбилисского метрополитена проводилось в сложных геологических условиях, затрудненных агрессивными и термальными водами, ливунами, скальными массивами. Трасса на всей протяжении пролегла под густонаселенной зоной города. Чтобы преградить путь интенсивному притоку подпочвенных вод и ликвидировать сульфатную агрессию, первоначально пользовались цементным раствором. Затем был применен метод сульфатостойкой инъекции, разработанный известным грузинским инженером, лауреатом Ленинской и государственной премии, героем социалистического труда Эсакия. Грузинские метростроевцы внесли много новшеств в практику советского метростроения. Внедрены новые агрегаты и прогрессивные методы проходки тоннелей. Впервые в отечественном метростроении именно в Грузии для прокладки перегонных тоннелей в скальных породах был использован механизированный щит 105-Тбилиси, авторы которого удостоены государственной премии. При строительстве Тбилисского метрополитена из недр столицы вынуто более 1 миллиона кубических метров грунта, а уложено более 500 000 кубических метров бетонных и железобетонных конструкций. Подземный тоннель равен 22 километрам. Общая площадь сооруженных станций превышает 10 000 квадратных метров. Более 30 000 квадратных метров облицовано мрамором и гранитом. Тбилисский метрополитен дружно строился общими силами трудящихся нашей республики, ее комсомольцами, молодежью, метростроевцами Москвы, Ленинграда и Киева. 28 января 1965 года на первом участке Тбилисского метрополитена был пущен пробный поезд, а 11 января 1966 года в торжественной обстановке открылся первый в Закавказье, 4-й в Советском Союзе и 26-й в мире метрополитен. 7 ноября 1967 года вступил в строй второй участок первой очереди с 3 подземными станциями, а 10 мая 1971 года закончилось строительство подземной дороги
протяженностью 12,6 километра. В этот день 11 станций Тбилисского метрополитена широко распахнули двери перед тбилисцами. За 10 лет своего существования Тбилисский метрополитен прочно вошел в повседневную жизнь столицы. Например, если в 1966 году работа метрополитена в общем объеме работ городского транспорта составляла 7,2%, то в 1975 году 26%. Первый же год Тбилисский метрополитен перевез 21,5 миллиона пассажиров, а в 1975 году более 110 миллионов. Всего за 10 лет его услугами воспользовались более полумиллиарда пассажиров. За этот период по подземной железной дороге Тбилиси прошло более 2 миллионов поездов, которые проделали путь в 65 миллионов километров. На всех участках Тбилисского метрополитена не прекращается процесс систематического обновления. Достижения технического прогресса внедряются как службой движения, так и на ремонтных базах. В 1971 году был осуществлен переход к единоличному управлению электропоездами, упразднили должность помощника машиниста и установили радиосвязь между машинистами и дежурным диспетчером. Внедрили телеуправление тяговых подстанций и дистанционное управление эскалатором. С целью лучшего обслуживания пассажиров ввели передачу информации с помощью магнитофона. Схема вентиляции метрополитена составлена таким образом, что микроклимат в тоннелях зимой и летом нормальный. Температура 25-30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха 75%. Скорость движения воздушного потока 4 метра в секунду. Вагоны Тбилисского метрополитена отечественного производства. Комфортабельные, просторные, приятно освещенные и хорошо вентилируемые. Салоны с мягкими креслами, отделаны декоративным пластиком. Сквозь широкие окна вагонов свободно просматриваются красивые подземные станции, а 4 автоматически работающие двери значительно ускоряют посадку и выход пассажиров. Удачно решены внешний вид и общая конструкция вагонов. Длина вагона 19, ширина 2,6, высота 3,6 метра. Поезд метро получает электроэнергию с третьего рельса. Напряжение в сети 825 вольт. Впервые в Советском Союзе на станции Самгори Тбилисского метрополитена смонтирован движущийся тротуар. 2 горизонтальные движущиеся ленты перевозят пассажиров проложенный под железнодорожными путями подземный переход. Архитектура станции Тбилисского метрополитена заняла заметное место в зодчестве Советской Грузии. Ее черты, несомненно, предопределил прогресс сегодняшней инженерно-строительной мысли. Все станции и вестибюли метрополитена отражают современные достижения в метростроении. Здесь используются совершенные конструкции, новые строительные материалы, новые способы освещения. Большое внимание уделено цвету и свету. Интерьеры вестибюлей и станций задуманы в гармоничной цветовой гамме, где даже незначительная деталь является неотъемлемой частью выразительного цветового ансамбля. Цвет подчинен общему идейно-художественному архитектурному замыслу. Синтез архитектуры с художественными произведениями
создает яркий, запоминающийся облик станции Тбилисского метрополитена, где полностью преодолено ощущение подземелья. Высокие и широкие, полные воздуха и света вестибюли, залы, платформы вызывают чувство радости. В архитектурном оформлении Тбилисского метрополитена использованы мрамор, гранит, железо, бронза, анодированный алюминий, керамика, мозаика, чеканка, скульптура. Станции Тбилисского метрополитена значительно отличаются своим характером. В каждом из них сказывается плодотворность общих творческих усилий архитекторов и конструкторов. Архитектурно-конструкционное решение станции оригинально и лаконично. Например, станция Дидубе вписывается в пространство как независимый архитектурный комплекс, объединенный функционально и с точки зрения художественного решения. Комплекс станции состоит из 102-метровой перекрытой платформы для пассажиров и подсобных помещений для обслуживающего персонала. Перекрытия в форме раскрытого крыла выполнены из монолитного железобетона и опираются на колонны. Эстакада станции электродепо установлена на опорах из монолитного железобетона. Платформа открытая, без перекрытия. Эстакада служит мостом через железнодорожные пути. Наземное здание станции Октябрьская с большими остекленными стенами непосредственно вписывается в окружающий архитектурный ансамбль. Белые своды подземного зала интенсивно освещаются с карнизов. Плоские светлые мраморные пилоны отделены от пола карнизом из черного гранита, что создает мягкую эффективную гамму цветов. Станции метро «Вокзальная площадь» и площадь Марджанишвили монтированы в первый этаж административных зданий, а подземные станции выполнены в арочном стиле. Подземный зал станции площадь Марджанишвили создает настроение праздничности. В его массивных пилонах с обеих сторон расположены гранитные скамейки, комфортабельные и декоративные. Вестибюль станции площадь Руставели округлой формы. На глухой каменной стене у входа высечены бессмертные строки великого грузинского поэта Шота Руставели о любви, дружбе и подвиге. Колонны подземного зала, расширяясь снизу вверх, являются стилизованной интерпретацией центральной колонны Тедабоджи, древнегрузинского перекрытия Дарбази. Торжественный характер станции площадь Ленина придает высокая белая колоннада. Здесь много воздуха, освещение зала равномерное и мягкое. Вестибюль имеет круглую форму со сводчатым перекрытием. Наземное сооружение станции 26 комиссаров является фасадом жилого дома. Зал держится на опорах. Вестибюль станции 300 арагвинцев сооружен в виде четырехугольного павильона из стекла и алюминия. Станция Самгори не имеет наземных сооружений. Она расположена в непосредственной близости от поверхности земли и представляет собой просторный светлый зал. Что касается станции Исани, то она решена в новом оригинальном стиле. Конструкция станции, так называемый мыльный пузырь, кровля из 5 криволинейных поверхностей, покоится на 4 опорах. Площадь кровли составляет 700 квадратных метров. Оформление станции Тбилисского метрополитена отображает историю народа и достижения Грузинской Советской Социалистической Республики в области культуры, искусства, науки,
промышленности, сельского хозяйства и спорта. Тбилисскому метрополитену и его славным строителям посвятили свои произведения наши художники, композиторы, грузинские поэты Йосиф Нунешвили, Сико Пашалишвили создали о Тбилисском метрополитене яркие лирические стихи. Тбилисское метро – гордость Грузинской республики.